Всем привет! На ремонт привезли лодочный мотор Tohatsu 5. Редуктор снял владелец, потому что здесь проблема с охлаждением. Мотор привезли со снятым редуктором. Но прежде чем мы будем разбираться в проблеме, посмотрите на внешний вид этого мотора и проверьте себя. Не смущает ли вас его внешний вид, потому что меня он смутил. Вот его редуктор. Это запчасти для водяной помпы, которые владелец дал вместе с мотором. Вот так выглядит колпак. Вот что под колпаком. Напишите в комментарии, если вы поняли, что здесь не так. А если не поняли, я вам расскажу. Потому что для неопытного человека это будет сложно понять. Данный лодочный мотор на самом деле китайский. Никакой он не Tohatsu. Это лодочный мотор Хайди 5. Двигатель на этом моторе копия Tohatsu 5. А все, что ниже двигателя, это Yamaha 5 четырехтактная. Так вот, обратите внимание. Цвет колпака фиолетовый, баклажанный. Цвет румпеля и цвет поддона фирменный цвет от Tohatsu. А нижняя часть, она черная. И этого не видно, если смотреть просто при обычном свете. Только при ярком солнце или если светить фонариком. Лодочный мотор имеет колпак, поддон и румпель от Tohatsu. А все остальное это китайский мотор Хайди. С мотора был снят родной китайский поддон и установлен поддон от Tohatsu. На нем осталась даже оригинальная наклейка, которая показывает, какую свечу надо устанавливать. На румпеле оригинальный зажим для газа потуже или послабее. Топливный коннектор от Tohatsu круглый, не ямаховский, как это ставят на китайские моторы. Тохатсовская кнопка с чекой безопасности, с широкой чекой. И тохатсовский механизм закрытия воздушной заслонки. К этому поддону прилагается оригинальный колпак от Tohatsu, модификация без встроенного бака, именно поэтому здесь отсутствует отверстие для топливного бака, потому что были модификации с внутренним топливным баком и без него. И несмотря на то, что у него оригинальный колпак и поддон, мотор как был китайский, так и остался. Все остальное китайское. Карбюратор, двигатель, все элементы, даже вот маркировка болтов на заводе Хайди. К сожалению, нету сейчас лодочного мотора Tohatsu для сравнения. Ну и самое главное, что выдает этот двигатель, это нога от Yamaha, редуктор от Yamaha. Четыре года назад владелец купил этот двигатель под видом Tohatsu по объявлению. Продавец уверял его, что это оригинальный японский лодочный мотор Tohatsu 5. И для убедительности даже наклеил сюда оригинальный шильдик Tohatsu. Ну и абсолютно все элементы выдают, что это обычный китайский мотор Хайди. Водяная помпа здесь от Yamaha, от Tohatsu сюда она не подойдет. И, допустим, если человек бы захотел приобрести какой-то ремкомплект и не смог его сюда установить. Конечно, после того, как мы ему сказали, что это никакой не Tohatsu, владелец расстроился, но не сильно, так как уже 4 года никаких проблем с мотором нет. Проблема только одна. Запуск мотора без воды, из-за чего провернуло стакан и расплавился канал для выхода воды. Владелец заменил крыльчатку, однако это не помогло, потому что здесь требуется заменить еще корпус со стаканом. Еще раз покажу, какой у Tohatsu должен быть фирменный оригинальный цвет. С виду он черный, но на солнце он уже приобретает баклажановый оттенок.
А нижняя китайская часть, она просто черная. И у нас есть в ремонте лодочный мотор Tohatsu 2017, по-моему, года. То же самое, цвет не изменился. И по сей день такой фиолетовый цвет остается на моторах Tohatsu. А если мотор Tohatsu не фиолетовый, значит он просто перекрашивался. А вот новенький корпус помпы со стаканом от Yamaha для нашего Tohatsu. И для сравнения, как провернула стакан от перегрева. Корпус пластиковый, стакан нержавеющий. Крыльчатка на сухую трется, нагревает стакан. И стакан проворачивает в сторону вращения вертикального вала, в сторону вращения двигателя по часовой стрелке. Но так как мы смотрим сейчас как бы сверху вниз, то для нас это против часовой стрелки. И заплавляется канал для подачи воды. Соответственно, никакого охлаждения быть не может, даже после замены крыльчатки. Бывает и так, что стакан чуть-чуть проворачивает, и в таком случае возникают проблемы с охлаждением при выходе в режим глиссирования. Из-за того, что начинаются перебои в работе водяной помпы, либо просто заплавляется канал для подачи воды. Запчасти мы ставим Omax. Это тайваньские запчасти. Можно было использовать оригинальные ямаховские. Часто поступает вопрос, можно ли использовать тайваньские запчасти. Мы используем, и проблемы возникают в очень редких случаях. В основном все запчасти качественные. Ссылки на магазины запчастей в описании под каждым видео. Крыльчатку мы не меняем, она и так новая. Еще один момент по поводу прокладки помпы. Обратите внимание, что стакан немного выступает из корпуса. Это не просто так, и это не вы не до конца установили стакан. Это как раз место под прокладку. Если конструктивная особенность водяной помпы подразумевает установку прокладки, значит прокладка должна стоять. Не нужно мазать герметиком, не нужно стачивать стакан вровень. Эта прокладка создает герметичность для водяной помпы. Если ее не поставить, то помпа будет передавливаться газами, охлаждение не будет нормально работать, скорее всего вообще не будет работать. В некоторых случаях вместо прокладки конструктивно предусмотрены уплотнительные кольца, но в нашем случае это прокладка. При установке корпуса помпы давим на крыльчатку и одновременно проворачиваем вертикальный вал в сторону вращения двигателя по часовой стрелке, чтобы лопасти крыльчатки приняли рабочее положение. Корпуса помп продаются без уплотнений. Уплотнение на трубку охлаждения было установлено со старого корпуса. Оно нормальное и не требует замены. Резьбы болтов смазываются консистентной смазкой перед закручиванием, для того, чтобы меньше окислялось и чтобы потом легче было откручивать. Смазываются не только болты помпы, но также и болты крепления редуктора. Забыл добавить, что если прокладка помпы осталась целой, то менять ее не нужно. Можно собрать на старой прокладке. То же самое относится и к резиновым уплотнениям. Каждый раз менять их не обязательно. Как установить редуктор на пятисильные лодочные моторчики, китайские и японские, мы показывали в отдельном видео. Там есть нюансы. Ссылка на видео будет в описании. Запускаем. Контролька идет. На этих моторах никогда не бывает давления как на 9.9. Это нормальная работа контрольки. Термостат в этих моторах отсутствует как на Tohatsu, так и на китайских копиях Tohatsu. Мотор работает хорошо. Можно чуть-чуть уменьшить холостые обороты.
Кто-то задает вопрос, почему мотор трясется, троит, работает вот так. Но это его нормальная работа. Он одноцилиндровый и должен так работать. Вода идет. Здесь можно потрогать рубашку охлаждения. Если это место нагревается свыше 90 градусов, и мы поливаем водой, вода начинает кипеть, значит это перегрев. Кстати, свеча может нагреваться и свыше 100 градусов, поэтому на свечу ориентироваться не надо. Ну, в общем, вот такой интересный случай. Продали мотор Tohatsu, а на самом деле оказался китайский мотор. Если вы сталкивались с такими случаями, пишите об этом в комментариях. Скидывайте даже ссылки, может быть, на сомнительные объявления. Если вам интересно, мы будем и дальше рассказывать о китайских моторах, которые выдают за японские. Опять же, моторы сами по себе неплохие, но они не оригинальные. На этом все. Всем пока.